Привет, я Алекс. Сегодня небольшая, для меня очень приятная тема. Почему-то внезапно мне вдруг захотелось рассказать о том, а, так получилось, что на одном из форумов у меня зашел разговор о сверхзвуковых авиалайнерах, в частности о Конкорде, о том самом знаменитом Конкорде. Те, кто живет долго, еще помнят, что был такой самолет, что было такое время, это было в 60-е годы 20-го столетия, когда авиация развивалась не просто авиация и космонавтика. Именно в эти годы были произведены все самые большие механические рекорды, связанные с летательными аппаратами, которые до сих пор не преодолены. То есть именно в те времена были, вот в это десятилетие, с 60 по 70 год, были выпущены самые быстрые самолеты, самые высокие самолеты, самые тяжелые ракеты, и тогда же люди полетели на Луну. То есть это было десятилетие супер спрессованных достижений в области авиации и космонавтики. И тогда же был изготовлен в 69 году, насколько я помню, первый раз полетел Конкорд. Это был единственный в мире, он и сейчас, он первый и последний сверхзвуковой пассажирский авиалайнер, который летал, только не падайте, он преодолевал Атлантику, перелетая с Парижа в Нью-Йорк, менее чем за 3 часа. Не за 15, как сейчас, за 3 часа. То есть, усевшись в кресло Конкорда, там, скажем, в 12 часов, то есть он обгонял время. То есть можно было, вылетев, скажем, из Парижа в Нью-Йорк, можно было прилететь на 3 часа раньше, чем вылетел. Это фантастический самолет. Вот я вам его показываю. Это феноменальное достижение человечества. Эта штука летала со скоростью 2 маха в крейсерском режиме. То есть вот он поднимался с аэропорта, поднимался на высоту порядка 20 километров и двигался в воздухе со скоростью 2,5 маха. Мах — это такая не специальная, не специфическая, внесистемная, как говорят метрологи, величина измерения скорости, которая равна скорости звука. Другими словами, этот самолет летал примерно со скоростью 2500 километров в час. При том, что, скажем, какой-нибудь современный Boeing 707, 737, 747 летает со скоростью 800-850 километров в час. То есть Конкорд летал втрое быстрее. И летел он все это время на огромной высоте. А в связи с чем я хотел его вспомнить? Кроме того, что восхититься этим совершенством абсолютно, потому что сейчас уже никто не летает на сверхзвуке. Человечеству стало скучно, оно не хочет больше делать рекорды, оно не хочет летать на Луну, оно не хочет перевозить пассажиров на сверхзвуке. И тем не менее, почему я это вспомнил? А вот с чем. Дело в том, что вы, наверное, всегда слышали такое выражение «преодолел звуковой барьер». И вам, наверное, показывали. Над пляжем летит такой истребитель. Такой конус у него красивый. И ему говорят: вау, он взял звуковой барьер. Так вот, это неправда. Но об этом еще чуть позже. Далее, вы, наверное, все слышали вот этот грохот, как будто среди ясного неба. Те, кто жил вблизи военных аэродромов, потому что только военные самолеты в наше время летают со сверхзвуковыми скоростями. И слышали такое: среди ясного неба вдруг грохот. И нам говорят: это истребитель, бомбардировщик, там МиГ-31 преодолел звуковой барьер. И вы: о-о-о! Но никто не знает о том, что вот это вот преодолеть звуковой барьер — это просто журналистская трескучая фраза. Что самолет, который там наверху летит, и вдруг, значит, на скорости 1200-1250 км в час становится лететь 1300 км в час, то есть преодолевая звуковой барьер там наверху, на самом деле никакого грохота, никакого преодоления, никакого барьера не происходит. Просто самолет летит со скоростью дозвуковой, а потом постепенно со скоростью сверхзвуковой. А тот гром, который мы слышим, это не гром, связанный с преодолением звукового барьера. На самом деле, чтобы вам это не говорили, это придумали журналисты, это чепуха. На самом деле мы слышим не вот этот вот конус,
который срывается, ну, обычно рисуют. Вот, например, самолет летит со сверхзвуковой скоростью. И нам показывают, обычно рисуют, в картинках показывают, в любительских, в научно-популярных фильмах, как вот это вот конус такой, и вот он достигает земли, человечек слышит гром, стекла в его доме, бзинкс, разлетаются вдребезги. Это чепуха, господа. На самом деле, тот грохот, который мы слышим, это не звук преодоления звукового барьера. Это спрессованный в кучку, из-за того, что самолет летит очень быстро, спрессованный в кучку звук его двигателей. То есть рев, шум, вот этот вот звук, из-за того, что скорость очень большая, спрессовывается в один очень громкий щелчок. Мы слышим не вот это, не преодоление звукового барьера, мы слышим спрессованный звук его двигателей. А чтобы доказать этого, вот это сейчас я и перехожу к Конкорду. И сейчас мы с вами, господа, друзья мои, мы сейчас попадем в кабину, возможно, последнего рейса, в кабину Конкорда, осуществляющего, возможно, последний рейс из Лондона в Нью-Йорк. Это фантастика. Там вы увидите, как, ну я отвлекусь на некоторое время, чтобы там его прокомментировать, вы увидите преодоление звукового барьера изнутри роскошного салона Конкорда, и вы поймете, что ни хлопка, ни шума, ничего такого не происходит. Самолет преодолевает звуковой барьер абсолютно незаметно для тех, кто в нем сидит. А то, что слышат люди внизу, кстати, поэтому и летал Конкорд так высоко, слышат только спрессованный в очень короткий промежуток рев его чудовищных, колоссальных двигателей. До сих пор, кстати, непревзойденных. Но поехали. Прямо сейчас на экране перед вами табло. В Конкорде было, ну поскольку это был уникальный самолет, летающий на сверхзвуке, понятно, что пассажирам показывали, как, в какой момент он преодолевает сначала звуковой барьер, то есть 1 мах, это примерно 1200-1250 км в час. И там будет написано 1,0 маха, высота в футах. Потом он достигает скорости 2 маха, то есть 2 раза быстрее, чем скорость звука. И вы видите на табло 2 маха. Но при этом вы слышите ровный, спокойный свист турбин. Такой же точно, как в обычном самолете. Почему? Потому что действительно никакого барьера самолет, разгоняясь от дозвуковой скорости, преодолевая звуковую скорость и даже преодолевая ее дважды, он никакого барьера не преодолевает, ему ничего не встает на его пути такого, что могло бы грохотать. И там ничего не хлопает и не грохочет. Вот сейчас вот сейчас вы все это увидите. То есть вы сейчас увидите, что скорость нарастает от 0,95 до 2 махов, 2 скоростей света и звука, конечно, если бы света. И при этом никаких дополнительных звуков не возникает. Смотрим. Ох, да, друзья, еще раз хочу восхититься этим великолепием, этим достижением человеческого гения, этой замечательной машиной, этой замечательной машиной Конкордом, которая была первым, единственным и последним чудом природы, перевозящим людей со скоростью больше, чем скорость звука в 2 раза. На самом деле больше, чем в 2 раза, потому что там наверху, на высоте 20 километров, скорость звука меньше, чем у нас здесь внизу. Поэтому на самом деле он летал со скоростью примерно в 2,5-3 раза быстрее скорости звука. Но это те мелочи, о которых, в общем-то, бессмысленно напоминать. Я просто еще раз хотел вспомнить сам и рассказать вам, получить удовольствие, рассказав об этой великолепнейшей машине и попутно развенчать миф о преодолении звукового барьера. А истребитель, который вы видите на пляже, ну вот я вам еще раз покажу эту фотографию, он летит мимо людей на скорости чуть более 300-350 км в час. А тот конус, который вы видите, это не звуковой барьер, это
инверсионный барьер. Это та самая скорость, при которой вода на кромках крыльев его и фюзеляжа из-за повышения давления, изменения давления на кромках этих крыльев, это вода, которая испарена, которая в виде пара невидимого находится в морском влажном воздухе, превращается в пар. И этот пар мы с вами видим. Это не преодоление звукового барьера, это преодоление инверсионного барьера. И происходит оно на скоростях очень небольших, чуть больше 300-350 км в час. Это безопасно для людей, для их ушей и здоровья. Ну вот и все до сегодня. Пока.